Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я украшаю вот такой нарядный весенний торт корзина с тюльпанами. В этом видео я покажу, как расположить правильно цветочную композицию, как сплести правильно вот такую корзинку с косым плетением, как сэкономить крем. Украшать я этот торт буду белково-заварным кремом, итальянской меренгой. Использовать в украшении этого торта я буду вот такие самые простые кондитерские насадки. То есть насадка тюльпан, даже можно одну здесь использовать. Я буду 3 разных использовать, но можно и одну насадку тюльпан использовать. И 2 насадки, здесь лист тюльпана. И для самой корзинки просто насадка обычная открытая звездочка. Торт у меня дубайский шоколад. 22 сантиметра в диаметре и 10 сантиметров в высоту. Я этот торт покрываю сейчас тонким слоем белково-заварного крема, который я окрасил уже в нужный мне цвет, то есть в цвет корзинки. Слой примерно в 3 миллиметра. У белкового крема я здесь буду использовать. Здесь очень важно весь объем крема сразу окрасить в нужный вам цвет, чтобы у вас потом не было той проблемы, чтобы вы в процессе своей работы уже окрашивали дважды этот крем, и цвет у вас из-за этого может отличаться. Поэтому лучше, чтобы у вас крема немножко осталось, вы его потом можете использовать также на листья, как я это буду делать. И наверх самого торта мы также будем использовать этот же коричневый крем. Видео с рецептами самого белково-заварного крема, как его приготовить, итальянскую меренгу, конечно же, есть и не одно на моем канале. Ссылки я вам все оставлю в описании к данному видео в инфобоксе. Итак, сейчас я вот этот крем, который я нанесла на боковины торта, нанести его нужно обязательно. Я его разравниваю. Почему мы его наносим? Чтобы потом вот эти пробелы, которые естественным образом будут оставаться при плетении корзинки, чтобы они все у нас были закрыты вот этим основанием этого крема. Итак, насадка у меня здесь 4 мм открытой звездочкой. Я ее показывала в начале видео. Номер 16 она. Я начинаю плести корзинку. Почему я делаю именно такой маленькой насадкой? Для того, чтобы сэкономить крем. Делается это медленнее, чем если бы мы это делали из большой насадки. Из большой насадки корзинка будет более такая объемная, и работа это займет по времени меньше, но я экономлю здесь крем. И вот смотрите, я сделала линию перпендикулярно подложке, и вот эти вот перемычки, которыми я обрамляю эту линию, я делаю все наискосок. Делаю я это намеренно, потому что мы плетем здесь с косым плетением корзинку. Корзинки с обычным плетением есть на моем канале, представлены также в разнообразных тортах, поэтому вы их можете посмотреть у меня на канале в плейлисте украшения тортов. Итак, вот таким образом я сейчас плету всю эту корзинку. Здесь вот повиднее, чтобы вам было более наглядно. Здесь очень важно не делать, если у вас насадка такая маленькая, не делать большие расстояния между вот этими перемычками. Иначе у вас будут такие пробелы очень большие, и будет это все смотреться не очень красиво тогда. Если вы берете крупную насадку, конечно, и пробелы можно делать гораздо более крупные. Но таким образом я сэкономлю много крема, потому что на корзинку, на саму, уходит очень много крема всегда. Именно на плетение корзинки. Вообще этот торт корзина с тюльпанами очень быстрый. Один из самых, я бы сказала, быстрых цветочных тортов. Поэтому я делюсь вот так подробно с вами, но ее важно сделать правильно. И я все вам покажу. Здесь я вот так вот завершение сделала. То есть там видно будет, конечно же, немножко, но я надеюсь, что это никому не помешает. Вот эти окончания я при помощи шпателя или здесь как силиконовой лопатки я как бы убираю к центру и наношу тоже обязательно небольшой слой крема наверх торта. И заметьте, я не делаю никакого бугорка. И сейчас я начинаю в центр отсаживать белые тюльпаны. Первый тюльпан строго по центру я отсаживаю и перпендикулярно подложке. Все остальные тюльпаны я уже отсаживаю с легким наклоном в бок. Вот это очень важно сделать, чтобы сама композиция у вас смотрелась очень естественно. И смотрите, крайний круг этих тюльпанов делаю как бы с пробелами, чтобы между ними уже как бы поместить розовые тюльпаны. Вот это очень важно. Цвет у меня здесь у крема просто розовый. То есть никаких диковинных цветов я здесь не использую. Если у вас нет 3 насадок тюльпан, вы можете использовать ту же самую насадку. То есть вы можете ее помыть и также использовать уже для другого цвета. У меня есть много насадок тюльпан. Они у меня, к сожалению, все без номера. И я использую их каждую по отдельности для каждого вида, каждого цвета, скажем так.
И в розовых тюльпанах я крайний вот этот круг делаю с такими как бы выступами этих цветов. Делаю я это намеренно, чтобы потом последующий цвет как бы перемешался уже вот с этим предыдущим цветом, чтобы вся эта композиция смотрелась очень естественно. И крем я тоже намеренно до конца не промешала в кондитерском мешке. И очень важный момент, заметьте себе это, окантовку коричневым кремом у самой корзинки я не делаю, иначе вот эта вся композиция вот этих роскошных тюльпанов, она просто нарушится, потому что боковые самые крайние тюльпаны, которые я сейчас буду наносить уже ярко-розовым цветом, они просто будут выпирать неестественно из этой композиции. Теперь я беру третью насадку тюльпан, я ее показывала в начале видео с другими насадками. Здесь также я не промешала до конца этот крем, тот же самый розовый цвет я использую для окрашивания. И также я не промешала его до конца, чтобы вся корзинка смотрелась очень естественно. Вот этот коричневый крем, который у меня оставался от плетения корзинки, я смешала с красителем листовой зеленый, и у меня получился вот такой цвет листьев тюльпанов. Очень красивый цвет получается, похож на фисташковый. Что важно в листьях тюльпана? Их также нужно сразу отсаживать слегка в бок. Ни в коем случае не отсаживать их прямо ровно перпендикулярно подложке, иначе это будет смотреться сразу неестественно. И по возможности стараться их, конечно же, отсаживать в шахматном порядке, эти листья тюльпана. Тортик у меня здесь стандартный, небольшой, я бы сказала, тортик. Белково-заварного крема на его украшение у меня ушло из расчета порции на 150 грамм белка. И также еще в самих мешках кондитерских крема у меня немножко осталось. То есть это вам на заметку, кто будет делать такой торт. Если вы новичок, советую крема сделать чуть побольше, чтобы вам уже спокойно окрасить, допустим, на 180 грамм белка из расчета порции сварить крем. И вот смотрите, вот эти самые нижние листья, которые обрамляют уже собой всю эту цветочную композицию, они очень важны для этого торта. Если у вас где-то не дохватает этих тюльпанов, или вам кажется, что они немножко кривоваты, дополняйте все листьями, но умеренно. Можно по 2 листика там отсаживать. Но эти листья – это палочка-выручалочка, также в этом торте. Слишком часто их тоже пестрить не нужно, прям между каждым тюльпаном, но все-таки нужно ими заполнять пространство. И также техническую часть хотела еще дополнить. Если у вас при отсаживании смыкается тюльпан, то есть засорилась кондитерская насадка, нужно просто поставить рядом с рабочим местом стакан с кипяченой водой, эту кондитерскую насадку прямо с мешком уже крема, как вы ей работали, сразу же промыть ее кончик очень аккуратно в этой кипяченой воде до той степени, чтобы не оставалось уже на ней крема, промокнуть, просушить ее просто одноразовым бумажным полотенцем и работать ей дальше. И все у вас получится. Я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.